Общество, медиа и мы сами давим на себя, чтобы соответствовать какому-то идеалу. Потянуть нос, увеличить губы, избавиться от второго подбородка больше не является проблемой, если у вас есть деньги. Стигматизация на пластическую хирургию постепенно начала спадать. Люди больше не скрывают того, что они делали какие-то операции. Многие делятся своим восстановлением до и после. Очень много таких примеров сейчас. Поэтому людям, которые в раздумьях, стало решиться намного проще. Это открывает многим дорогу к существованию без комплекса, который мог влиять очень сильно на жизнь. И вот когда мысль об операции окрепла, люди начинают вспоминать, что у какого-то хирурга была статья в журнале. Миловидная девушка красуется на обложке, рассказывая о своих работах. На баннерах по всему Краснодару ее большие глаза, пухлые губы и аккуратненький носик со звонким именем, которое запоминается каждому. Алена Верди. Нам дорого наше здоровье. Хочется прийти к тому, кто знает свое дело. Поэтому мы отправляемся в интернет. Отзывы на Алену на популярных сайтах крайне лестные. Выражаю огромную признательность врачу от Бога с золотыми руками. Алена Верди. Обращалась за консультацией по совету знакомой. Врач отнеслась с максимальной заботой и вниманием. Данный врач не просто великолепный хирург, но еще и прекрасный человек с большой буквы. Моя подруга делала у Алены Верди ринопластику и очень даже удачно. Я и после операции ее видела почти каждый день, так сказать, видела весь процесс до восстановления и после. Мне понравилось. Не хватает слов, чтобы выразить свое восхищение этому специалисту своего дела. Прошло всего месяц небольшим, а уже столько отзывов положительных в ваш адрес от моих знакомых, глядя на меня после операции, ни одного синячка. Швы сверху зажили очень быстро и незаметно, что хотя бы что-то делали. Снизу и в первый день ничего не было видно. У доктора золотые руки. Девочки, не бойтесь, вы спокойно можете довериться Алене Дмитриевне. Она очень опытная, тактичная, любезная и все делает на высшем уровне. Отзывы, вся эта реклама, и мы уже почти готовы записаться на операцию, но остается последний рубеж – сертификаты. Заходя на сайт клиники, мы узнаем, что в 2005 году Алена окончила лечебный факультет Киевского государственного медицинского университета имени Богомольца. Затем прошла переподготовку по пластической хирургии в Российском университете дружбы народов. Впоследствии проходила тематические усовершенствования по пластической хирургии в Ярославской государственной медицинской академии и школе пластической хирургии Виртус. В 2009 году девушка начала практику косметолога в клинике Алда Капола. И, наконец, с 2012 года является оперирующим пластическим хирургом. Вела прием в нескольких клиниках Москвы и Краснодара. Алена является действительным членом Всеукраинской ассоциации пластических реконструктивных и эстетических хирургов. Участница российских и международных семинаров и конференций по актуальным вопросам пластической хирургии и косметологии. А в инстаграме у Алены 180 тысяч подписчиков. Сплошь хвалебные отзывы и восхищение в адрес хирурга. Потрясающие до и после. Наши последние сомнения улетучиваются, и мы приходим на консультацию в клинику. Всем привет, меня зовут Алина Манилоун, и давно у нас не было криминала, и я считаю, что это нужно исправлять. В последнее время люди очень много говорят о пластических операциях, обсуждая, это плохо или это неплохо, люди делятся своим опытом. Очень стало много историй про осложнения после операции, даже у всяких звездных хирургов. Тот же самый Тимур Хайдаров, и можем вспомнить историю Анастасии Шпагиной, когда у нее были проблемы с ринопластикой. И наша сегодняшняя история будет тоже довольно страшная. Но перед началом видео мне бы хотелось попросить вас поставить палец вверх, подписаться на мой канал, потому что... А почему нет? Вам что, жалко, что ли? Еще можете на телеграм-канал подписаться. А я не буду затягивать, мы начинаем после небольшой рекламы. В этом видео мы будем говорить о человеке, который не учился и решил пойти по темному пути, работать без образования, за что в будущем она и поплатилась. Не знаю, может ее напугало ЕГЭ по химии или по биологии, но я очень сильно надеюсь, что вас это не напугает, и вы честно сдадите экзамены и поступите в университет своей мечты. Конечно, экзамены — это огромный стресс, но его можно уменьшить, если хорошо подготовиться. А с этим вам поможет школа Сотка. Это онлайн-платформа, которая помогает подготовиться к 4 предметам ЕГЭ по одной подписке. Для тех, кто закончил 10 класс, самое время задуматься о предстоящих экзаменах. Поверьте мне, год пролетит незаметно, и тут опа, уже ЕГЭ. А Сотка поможет вам повторить всю программу 3 раза. Так что вы точно ничего не забудете. Кроме того, у каждого ученика есть свой личный помощник, который помогает справиться с любыми трудностями. Домашние задания проверяются за 20 минут, а ежемесячные пробные экзамены будут помогать вам держать себя в форме всегда. А еще у них есть ежемесячные вебинары с психологом, чтобы
как-то минимизировать стресс. Вот этого мне точно не хватало в школьные годы. Если вы хотите подготовиться к экзаменам без стресса и с максимальной эффективностью, переходите по ссылке в описании или по вот этому QR-коду и записывайтесь на бесплатный пробный урок. Также вы должны иметь в виду, что у меня для вас есть промокод MONEYLOAN8, который дает вам скидку на первый месяц подписки. А также не забывайте, что в 2025 году школа Сотка проведет розыгрыш Lamborghini среди своих учеников. Кому-то родители обещают после экзаменов машину подарить, а тут сама школа. Так что не теряйте времени и готовьтесь к экзаменам вместе с Соткой. И помните, что экзамены не так страшны, если готовиться к ним заранее. А мы переходим к видео. Анастасия Исмайлова – спортсменка и тренер по борьбе, которой нужна была пластическая коррекция после некоторых перенесенных операций на область живота. Именно с такого путешествия по интернету началась история ее личного ада, созданного Аленой Верди. Пластический хирург с вымышленным именем Алена Верди. Аленой Верди. Алены Верди. На этой неделе следователи озвучили новые подробности дела скандально известного пластического хирурга Алены Верди. По словам пациентки, ее встретила прелестная девушка с собственным кабинетом в сияющей клинике. Они договорились об операции. Как вдруг в кабинет вошла девушка, Алена расспросила, как там ее грудь после операции, и без тени смущения гостья расстегнула блузку, обнажая красивую грудь. Это подействовало как щелчок. Может, увидев ту уверенность в своем теле и результате, которую желала сама Анастасия, она решила, что точно должна пойти до конца. 245 тысяч рублей, и это не считая наркоза и пребывания в палате. После операции девушку быстро выписывают, так что восстанавливается она дома. На тот момент Анастасия не знала, что на столе у Алены 2 недели назад погиб человек, ее уволили из клиники, обнаружив следом поддельные сертификаты. И все это было по-тихому, чтобы не испортить репутацию. В дальнейшем ситуацию с сертификатами прокомментирует одна из студенток Национального медицинского университета Богомольца в Киеве, который Верди якобы закончила в 2005 году по специальности лечебное дело. Мы были первым выпуском, которому выдавали пластиковые дипломы, а не бумажные. А у нее ксерокс со старой формой, еще и картонной книжечки. Хотя дата верна, в 2005 году выпуск был именно 24 июня. Проходит время после операции, и Алена жалуется, что живот выглядит как-то странно. Как будто все стянуто, невозможно сидеть, и вообще он раздулся. В ответ Алена скажет, что это нормально в первые дни такого стресса, и пригласит к себе на консультацию, но уже не в клинику. В день повторной операции Анастасия получает другой адрес. Адрес жилого дома. На кухне кушетка, а в ящиках вместо вилок и ножей скальпели, иглы и другие хирургические приборы, а на батарее импланты. Алена объясняет, что из клиники ушла из-за конфликтов, мол, составляет слишком сильную конкуренцию другим врачам. Тащила домой, сказала, что она болеет сначала, потом то, что проблемы у нее в клинике. У нее вместо кухонных принадлежностей лежали медицинские предметы. На дому 4 комнаты на цокольном этаже, она работает на том же уровне. Все обрабатывает, а импланты еще и в спиртовом растворе вымачивает. И уходить как-то неловко, вроде как человек солидный, просто не повезло. Как завороженная, Анастасия ложится на кушетку, и под местным наркозом начинается операция. Она мне в домашних условиях отсекла некроз скальпелем прям. Ей привезли нитки. Прям курьер доставил их домой. Она меня зашивала. У меня кожа до такой степени уже там огрубела рана, что у нее иголки ломались. Что-то отрезают под грудью и выкидывают, гениталии будто бы натягивают, и это натяжение не пропадает. По бокам торчит кожа, стянутая словно жабры рыбы. Из-за того, что предыдущая операция вызвала омертвление верхних тканей, то адской боли уже не было. Поэтому как будто бы все нормально, все спокойно проходит. Анастасия с Аленой уже на «ты» сидят на кухне, болтают, и в следующий раз она встретит пациентку опять у себя, в пеньюаре. Однажды в качестве новогоднего подарка за 25 тысяч Алена предложит сделать ей подбородок. 18 января, уже после того, как провела 2 операции на животе, которые придется исправлять уже квалифицированным врачам. Фотография — это все фигня. Покажи, что с животом. У нее там все твердое, здесь у нее вообще как будто камень. Ну тут, то есть вообще, тут вот это все, это непонятно что. Повернись боком. Ну, короче. А вот здесь нету вообще прослойки, здесь кожа, прилипшая к мышцам. Ну, она просто поиздевалась над тобой. Вот здесь вот полость, а здесь как-то все плосковато. А вот здесь по рубцу поэтому идут шишечки, шарики.
уплотнение. Каким-то магическим образом для Алены Верди все было простительно. Лишь спустя какое-то время девушка осознает масштабы того, что стало с ее телом. В 2016 году 37-летняя женщина решила обратиться к известному хирургу Алене Верди с просьбой о проведении операции по подтяжке груди, которая стала для нее важным шагом после рождения ребенка. Узнав о врачине через интернет, она погрузилась в изучение ее профессиональной деятельности и внимательно ознакомилась с примерами уже готовых работ. В итоге подготовка к операции вышла Елене в значительную сумму – около 200 тысяч рублей. Однако, к сожалению, результат не оправдал надежд. Это хирургическое вмешательство обернулось настоящей трагедией. Запрос у девушки был довольно простым – потянуть грудь и избавиться от асимметрии. Врач ответила, что это легко, назначила анализы и УЗИ, а после назначила день операции. Как рассказывают женщины СМИ, хирургическое вмешательство прошло тяжело. После выписки очень сильно болела грудь, она была каменной и вся в гематомах. Девушка позвонила врачу, и та выписала антибиотики. Когда женщины сняли повязки, она чуть не потеряла сознание. На груди обнаружились глубокие рубцы и кровопотеки, словно вместо врача она доверилась мяснику. В панике женщина записалась на внеплановую консультацию с хирургом. Когда она разделась, хирург впал в ступор, несколько минут просто молча. Была в шоке от своей работы. Пациентка начала спрашивать, почему у нее в груди дырка. Ей ответили, что там стоял дренаж. Но из этого отверстия течет гной, вновь настояла женщина, на что хирург поспешила успокоить. Назначила раствор, которым нужно было промывать. Желаемый результат можно, по ее словам, увидеть только через год, продолжает женщина. К постоянно ноющей боли, из-за которой пациентка не могла нормально ни спать и не есть, добавилось странное ощущение под грудью. Казалось, что кожу пронизывают тонкие иглы, вызывая резкие и неприятные покалывания. Когда же она в конце концов взглянула на свои раны и увидела торчащую леску, ужас охватил ее с головой. В полном смятении и страхе она настояла на срочной встрече с врачом, надеясь на объяснение и решение своей проблемы. Алена тогда сильно опоздала, зашла в кабинет и практически с порога, не помыв руки, подошла к пациентке и стала вытаскивать из кожи эти проволоки. Женщина кричала от боли, никакого наркоза не делали. Вытащив одну проволоку, врач отошла от нее. Пациентка спросила ее, в чем дело, на что получила ответ: а с остальными ты так и будешь жить до конца жизни. При этом сама Алена смотрела и ухмылялась, словно издеваясь над своей жертвой. После неудачной операции женщина обошла множество врачей, но каждый из них лишь разводил руками в недоумении. Хирург, проводивший операцию, перестала выходить на связь и вскоре уволилась из клиники. Пострадавшая пациентка сумела отыскать ее в другой медицинской организации, но, к сожалению, там хирург сделала вид, что впервые видит женщину. Даже во время встречи она не оказала никакой помощи и лишь повторила, что сейчас лучше, чем было раньше. Обратиться в правоохранительные органы она не успела. Ее приоритетом стало восстановление не только внешности, но и здоровья. Еще до операции у меня были эндометриоидные кисты. Алена Верди видела мой диагноз, но ничего не сказала об этом. Однако после мастопексии у меня стало их гораздо больше. Не исключаю, что операция могла спровоцировать онкозаболевание. Теперь прохожу химиотерапию, перенесла уже 4 курса, продолжает женщина. Еще одна пациентка Алены скажет о своем опыте с хирургом так. В 2016 году я сделала липосакцию, остался бугор в паху. Я обращалась в клинику, где мне была сделана операция. Они посмотрели и сказали: не переживайте, это у вас мышца торчит, так выглядит. Я ходила сначала так, а потом меня это насторожило. Я сделала УЗИ, было выявлено, что это не мышца, непонятное что-то. В итоге этим непонятным чем-то оказалась забытая в паху 15-сантиметровая резинка от перчатки. Не в те руки. Женщина стала еще одной жертвой скандально известного хирурга Алены Верди, которая на долгую память оставила в теле клиентки дренаж длиной 15 сантиметров. Я такого еще не видела. Да, линейка. Евгения Ланова, стилист, работает с невестами, часто сталкиваются и с фотографами. На фото с мероприятий она замечает все свои несовершенства. Все меньше и меньше хочется смотреть на себя. В свои 35 она чувствует, что выглядит на 50 лет. Мешки под глазами, второй подбородок, отечность. Все это добавляло, по мнению девушки, ей возраста. Общая подруга порекомендовала Евгению в качестве стилиста на фотосессии для Алены. Одной из тех фотосессий, которые украсят рекламные баннеры хирурга. В процессе
съемок девушки разговорились, и Евгения поинтересовалась, что можно сделать с ее подбородком, на что ее плавно перенаправили на глаза, как на зону, которой исправить намного важнее, потому что, цитата, «такой усталый вид добавляет лет». Потом стилистка скажет, что, возможно, на тот момент Алена ни разу не делала операции на подбородке, поэтому и избежала этой темы разговора. На третий день после операции у девушки пошли осложнения. До этого ее косметолог ввел филлеры в эту зону, что не является противопоказанием для операции. Но из-за этого хирург должен был выбрать другой способ для ее проведения. Я за год до операции ходила к косметологу. И косметолог мне установил филлеры. Но косметолог меня не предупредила, что за филлеры, как можно там операции проводить там, или еще что-то. Когда Алена Верди проводила мне операцию, она полезла мне в среднюю часть, где стоял этот филлер. И получается, когда она его проколола, она сделала операцию, был этот отек. С этим отеком вот он весь рассыпался вот так вот. Филлер в глазах девушки начал выпирать наружу. Ткани инфицированные, а вокруг глаза воспаленные. Она отправляется к нескольким другим врачам, чтобы те исправили последствия операции Алены. Но все отказывают, говоря, что лучше обратиться к хирургу, который делал операцию изначально. Евгения вынуждена вернулась на операционный стол к Алене. История повторяется. Местный наркоз из-за некроза ткани не сшиваются. Хирург отрезал уголки глаз так, что они вывернулись в другую сторону. Века будто бы пришивали к бровям. После этой операции Евгения была в отчаянии. Вместо своего лица она видела маску, а себя за ней как будто потеряла. Алена подсказала ей другого врача, который сделал подтяжку лица, пересадку, подбородок и вернул девушке тот вид, с которым она могла смотреть на себя в зеркало и видеть в отражении кого-то приятного и знакомого. Даже сейчас она благодарит этого врача. Тем не менее, через 2 года лицо начало опускаться. Вскоре и Анастасия, и Евгения узнают о том, что таких жертв собралось уже группа, в которой по меньшей мере 20 человек. Им повезло, что операция не стоила жизни. Ситуация окончательно стала ясной в мае 2020 года, когда Алана Мамаева, известная правозащитница в области пластической хирургии, выложила у себя в Инстаграм интересный пост, в котором Алена Верди признавалась, что желание стать хирургом у нее возникло в 2013-2014 годах, и не имея соответствующего образования, она решила заказать диплом за 150 тысяч рублей. Конечно же, совершенно не практикуясь. Тем не менее, как утверждала сама хирургиня, она активно накапливала практический опыт, работая ассистенткой в частных клиниках Киева и Москвы. К сожалению, называть многое из этих клиник и раскрывать имена своих наставников она уже не стала. Я не придала значения и не думала, что кому-то станет известно о том, что мой диплом поддельный, и кто-то будет проверять данный факт, признавалась Алена Верди. Когда женщина наконец уверилась в своих навыках и практике, она приняла решение переехать в Краснодар, где вскоре устроилась на работу в частную клинику. Однако идиллия длилась недолго. Помимо ее личных навыков, руководство клиники потребовало предъявить диплом о законченной ординатуре или интернатуре. Понимая, что без официального документа ей не обойтись, Алена сделала звонок в сомнительную организацию, а также перевела деньги из своего электронного кошелька. Спустя всего несколько дней, благодаря этим манипуляциям, она стала обладательницей дипломов и сертификатов, которые на бумаге подтверждали ее квалификацию в качестве пластического хирурга. Таким образом, Алена создала внушительный фасад профессионализма, за которым скрывалась пустота настоящего образования и опыта. Последние фотографии в социальных сетях молодой женщины, оказавшейся в центре скандала, уводят нас в 2017 год. Год, насыщенный трагическими событиями, связанными с ее деятельностью. В этом памятном году произошел еще один очень печальный случай. После абдоминопластики, операции, цель которой заключалась в восстановлении эстетических пропорций живота, одна из ее пациенток скончалась. Несмотря на такую ужасную трагедию, хирург избежала серьезных последствий и отделалась лишь штрафом, продолжая свою практику в условиях квартиры, игнорируя всяческие нормы и стандарты медицины. И эта история не заканчивается на этом. В том же году другая клиентка Алены Верди пострадала от ее действий. И из-за этого инцидента в 2019 году было возбуждено уголовное дело против нее, тем самым доказав ее безответственный подход к медицинской практике. В начале всех своих проблем с законом Алена отрицала все выдвинутые против нее обвинения. Раньше никаких претензий не было, все со мной переписывались, все были довольны. Сейчас просто начался какой-то ужас, какая-то клевета. Вы сейчас продолжаете оперировать? Естественно.
То есть у вас сейчас есть пациенты, которые записаны на операцию? У меня есть пациенты, которые довольны, и у всех все хорошо. Она даже предприняла попытку покинуть страну в этом же году, намереваясь уехать в Израиль, но была задержана в одном из краснодарских аэропортов. Позже, под давлением обстоятельств, она все же признала свою вину. Изначально дело против нее было заведено только по одному эпизоду, однако вскоре к нему добавились новые, что лишь усилило обвинение. На апрель 2020 года количество эпизодов, по которым Алена Верди оказывалась подсудимой, выросло до 7, включая оказание медицинских услуг, которые не соответствуют требованиям безопасности жизни и здоровья. Эти действия привели к тяжкому вреду здоровью ее клиентов. Теперь Алене грозило до 6 лет лишения свободы, что стало итогом ее безответственной и опасной деятельности, ставящей под угрозу жизни и здоровья людей. В одном из интервью Артем Черниенко, который представился лучшим другом Алены Верди, рассказал, что женщина не только оперировала клиенток, часто она проводила операции на самой себе в тех же условиях. Как-то мы сидели на кухне, разговаривали. Алена встала, сделала себе прокол, откачала быстро жир с ног и заклеила медицинским клеем. Кол сделала, БФ6 клеем потом заклеила, жир откачала и все. Она сама себе делала уши, операцию на уши. То есть мне кажется, что она на самом деле может быть просто больна тем, что она страдает. Вот этот нож у нее дома, он лежит вместо вилки. Скальпель вот такой. В другой раз у Алены внезапно протекла лимфа в магазине. Оказалось, что до этого женщина сделала себе надрез, но клей лопнул. Проблему она решила просто. Уже дома убрала лимфу и заклеила порез клеем. Она была больна тем, что врач. Я же хирург, постоянно повторяла. Уверяла, что лучше нее никто не сделает работу. Мне кажется, она таким образом хотела самоутвердиться как специалист. Поэтому все липосакции на животе, ногах всегда делала сама. Уши переделывала своими руками. У нее на лице после этого большие шрамы остались, говорил друг Верди. Он считал, что Алена психически больна, и ее нужно лечить, а не сажать в тюрьму. Первое заседание по делу Алены Верди было назначено 4 июня. Однако его пришлось перенести, потому что обвиняемая не смогла присутствовать на слушаниях. 29 мая Алена, известная как доктор Франкенштейн, нарушила условия домашнего ареста и отправились с подругой к визажисту, после чего их фотографии появились в социальных сетях. Позже ее нашли без сознания в квартире, и по информации местных СМИ она впала в кому. Согласно информации от РЕН-ТВ, женщина получила смертельную дозу инсулина, что привело к гипогликемической коме. Алена не могла дышать самостоятельно, и ее пришлось подключить к аппарату ИВЛ. По данным Ленты.ру, посмертное исследование установило у женщины инсульт с образованием гематомы, серьезное поражение мозга. При этом Верди перед тем, как ее госпитализировали, находилась в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Стало известно, что еще во время нахождения в СИЗО Алена Верди написала письмо Анастасии Смаловой, в котором обвинила ее в стремлении добиться наказания для нее и заявила, что не собирается долго сидеть. «Ты довольна? 6 лет недостаточно или мало? Ты как думаешь? Только вот разочарую тебя, извини. Не буду я сидеть, лежать буду. Успокоенно, смиренно и уже ни о чем не думать», написала Алена Верди. Сейчас жертва Алены Верди, благодаря помощи Аланы Мамаевой, активно участвующей в жизни тех, кто пострадал от рук этого хирурга, находит своих врачей, которые показывают, что надежда еще есть. Они продолжают бороться за то, чтобы жить полноценно и счастливо. Некоторые из них заявляют о том, через что проходят публично, стараясь дать другим девушкам возможность увидеть, что говорить об этом не стыдно и нужно. Развитие серой косметологии и пластической хирургии неостановимо. Подобные врачи возникают изо дня в день из-за тяги к деньгам, которая зачастую сильнее совести и честности перед самим собой и окружающими. Инфекция, осложнения, смерть – все это преследует врачей, тянувшихся за наживой. В свою очередь, пациенты, прибегающие к незаконным хирургическим процедурам, могут испытывать чувство стыда и вины, что может усугубить их психоэмоциональное состояние. Кроме того, неудачные результаты операции могут привести к длительным психологическим травмам. Конечно, невозможно уберечь себя от всего. Даже одна из наших героинь проверила досконально всю информацию по Алене Верди, не нашла ничего плохого и пошла к ней. Но в любом случае все шаги ее были правильные. По крайней мере, не все покупают дипломы и лицензии, поэтому не забывайте их спрашивать. Не доверяйте слепо рекламе и не принимайте подобные решения импульсивно. Это все нужно очень грамотно взвесить. Но, честно говоря, я думаю, вы все это прекрасно знаете и без меня. Напишите, что вы думаете по этому поводу. Сейчас все больше и больше новостей про разных хирургов, которые безумно известны, у которых есть образование, но они попадают в какие-то скандалы. Напишите, в общем, что вы думаете. Не забудьте поставить палец вверх под этим видео, подписаться на мой канал и на мой телеграм.
телеграм-канал. Всем пока! Извините за внимание.